Сегодня буду устанавливать шестеренчатую раздатку. Китайский комплект шестерен от фирмы HF. Это та же самая фирма, которая делает пневматические блокировки. Шестерни 4.16, по-моему, других они так до сих пор не делают. Качество самих шестерен, наверное, могло бы быть и лучше, но так как цена у них достаточно демократичная, поэтому, в принципе, наверное, они имеют место быть, потому что, конечно, они отличаются от качества литья, немножко отличаются от японских. Кроме того, я сталкивался с тем, что они немножечко плавают в размерах, то есть внутренний диаметр бывает у них, ну, наверное, может быть, на пару соток где-то. Они промахиваются. Приступаем к разбору раздатки. Первое, что нужно сделать, это крутить фланцы. Для этого берем вот это вот приспособление. Это просто отвертка такая заточенная, чтобы можно было развальцевать гайки. Откручиваем задний фланец и откручиваем фланец промкардана. Если мы не собираемся менять сальник или подшипник на фланце, идущем на передний кардан, то но очень рекомендую ударный гайковерт, потому что значительно упрощает и ускоряет жизнь. Обычно фланцы снимаются рукой, но бывает, что они подзаржавеют и рукой снять их не получается. Для этого надо будет использовать вот такой вот трехлапый, ну или двухлапый, у кого какой есть, съемник. В данном случае фланцы все слазят легко руками. Вот этот вот обрубок, это родной тросик спидометра. Но так как эта конструкция больше нам не нужна, то в принципе можно просто тросик отрезать и оставить всю эту штуку в качестве заглушки. Но для того, чтобы разобрать раздатку, нам нужно ее снять. Для этого выкручиваем один болтик на 10. После этого вынимаем сам тросик. И остается корпус. Корпус вынимается, ну, если руками он не вынимается, то шестигранником. Здесь есть вот такая вот заглушечка под шестигранный ключ, 6 мм. Выкручиваем ее. Под этой крышкой вот такая вот пружинка. Вынимаем ее каким-нибудь шилом. Далее там есть шарик. Его нужно не потерять. Все, после этого можно приступать к разборке самого корпуса. Головка на 12. Таким образом мы открутили переднюю часть. Убираем в сторонку. И вот выпал тот самый шарик, который... Далее выкручиваем все болтики по периметру. Ну, понадобилось некоторое время, чтобы уговорить выйти нижний вал. Вот. Мне это удалось. Так, вот нижний вал. Собственно, для установки нашего кита нам нужно спрессовать только вот эту шестерню большую. Это шестерня пониженной.
Если устанавливается какой-либо другой кит, там 4.9, 6.4, 6.5, то спрессовываются все шестерни, малая тоже. Для того, чтобы прессовать эту шестерню, здесь вот в торце есть стопорное кольцо, его нужно снять. И вот это вот все вот таким бутербродом спрессовывается. Вот, но сейчас будем выпрессовывать вот эту шестерню и ставить вместо нее новую шестерню пониженную. Берем новую шестерню, надеваем ее на вал. Обращаем внимание, что зубья, которые зацепляются за муфту, расположены внизу, и вот ответные. Надеваем муфту, надеваем сверху шестерню и весь остальной бутерброд вставляем в вал, вставляем стопор, выкручиваем болтик. Вот в этом отверстии у нас был шарик, положить обратно. Одеваем подшипник, спейсер, подшипник, новую шестерню, берем выходной вал, одеваем вилку и вставляем все это обратно. Берем муфту, подключение 4ВД, одеваем ее сразу на вилку и так, все. Немножко смазываем шестерню, чтобы они не крутились на сухую. Все, теперь вставляем ведущую шестерню. Проверяем, как все вращается. Резистентная смазка нужна для того, чтобы колечко приклеилось немножечко и не падало, когда мы перевернем вторую часть корпуса. И надеваем.
Болтики все я буду закручивать на вот такой герметик резьбовой. Это обычный сантехнический герметик. Стоит он не так дорого, но очень здорово избавляет от кучи всяких проблем. Ну вот и все. Раздатка собрана. Вставляем обратно эту штуку, потому что без нее у нас будет здесь дырка и будет выливаться масло, поэтому ну просто в качестве заглушки. Сейчас раздатка стоит в положении 4 ВД повышенная. Можно включить пониженную. Это нейтраль. Это пониженная. Вот насколько медленнее стал вращаться выходной вал. 4,16 это значит входной вал делает 4 оборота, ну даже больше, 4,16, а выходные валы делают всего лишь один поворот.